Добрый день. Сегодня продолжаем наш стрим. Просматриваем журнал «Юный техник». 82 год. Здесь тоже посвящено астрономии. Смотрю, так обложка. Фотостудия Гайдаровец. Так понимаю, раньше детские какие-то были фотостудии такие, где можно было фотографировать, типа фотокружки назывались. Но у меня в городе в мелком такого не было. Ну, думаю, где-то при всяких дворцах пионеров такого хватало в больших городах. Так, начало про Ленина. Брежнев. Накануне главных событий. Какие-то молодые астрономы. Так, кстати, в Харькове такой тоже был, не знаю, построен уже был, наверное, в 80-х, я думаю, дом пионеров, и он такой формы. Ну, некоторые его так называли, типа там писюном, там, в общем, такой он формы, как-то хитрой. И там вот, как понимаю, астрономическая башня была. Специально для юных астрономов. Все о ПТУ. Так понимаю, здесь какая-то статья для тех, кто собирается поступать, у кого нет таких каких-то больших амбиций, там поступить куда-то в институт, в университет, здесь просто про ПТУ. Наша консультация. День в школе мастеров. Это, наверное, на уроках труда имеется в виду, что это какая-то статья. У нас на уроке труда тоже были куча всяких станков, но мы никогда ничего не делали. Я даже как-то сомневаюсь, что мой класс можно было как-то обучить что-то там делать. Что-то там, то, что делали, это было все так молотком да напильником. Станки стояли. А как я понимаю, те, кто учился раньше, там, за 5-10 лет, те вполне там что-то там делали. Может быть, как-то с техникой безопасности, как-то программа поменялась, допускаю. Но это не точно, так я думаю. Сейчас, я понимаю, никто в школах на станках точно не занимается. Робот и манометр. Вакуумный робот-манипулятор с 3 степенями свободы. Вот так вот. Вот такие для детей тут задачки. Здесь что-то про современный нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Ну, как понимаю, и в 2025 он тоже вполне современный, насколько я знаю, что таких производств типа вот в Европе там около, там, по-моему, максимум 5 штук. Это, как я понимаю, вот эта вот башня, как она там называется. Солнце в колбе. Это про лампочку. Походу Эйнштейн. Это тут надо Ньютона было нарисовать, которому яблоко падает на голову. Вот здесь что-то про торпеды. Торпедное оружие. Ну, наверное, интересно было детям почитать такое. Про торпеды.
3 стихии в одной пробирке. Плавающая дорога. Специалисты США создали плавающее дорожное полотно, которое расстилают на болотах и других труднопроходимых участках местности. Дорожное полотно многослойное, верх из прочного стального или стекловолоконного покрытия, основа из спористой пластмассы, она не позволяет дороге потонуть. Интересно, это такое пошло в серию? Мне просто такое не попадалось никогда, такая информация. Канатная дорога над волнами. Как перебросить в море грузы на рыболовный траулер, если в волнении дует сильный ветер. Финские специалисты разработали своего рода канатную дорогу. Недавно смотрел я передачку в Ютубе про авианосцы американские, ну такие последние. Там вот по подобной схеме раскидываются такие канаты, и с кораблей обеспечения на авианосец перекидываются грузы, там различные продукты, там, возможно, что-то еще. Ну, там, понимаю, есть какое-то ограничение по волнам, естественно. Но все так очень оперативно это делается и настолько отлажено все, что поражает. Кому интересно, посмотрите в Ютубе. Вот реально вот это вот интересно про такие вот, про такую канатную дорогу. Кир Булычев, Геркулес и Гидра. Киру Булычева как-то я всегда уважал. Тут одна Алиса вместе с мелофоном чего стоит. Какие-то антикварные автомобили. Свою коллекцию антикварных автомобилей Александр Алексеевич собирает уже четверть века. Блин, вот где он их вот брал? 82-й год. Где он брал эти автомобили? Вот кто скажет? Вот. Где-то в гараже работал в Кремлевском. Я не говорю уже про запчасти, просто там основу даже где взять. Сушилка на колесах. Короче, едет машина и сушит картошку воздухом. Поплавок индикатор. Понимаю, в мопедах не было индикатора топлива. В общем, какие-то шарики здесь, как поплавки. Когда заканчивается бензин, они начинают стучать об бак. Холодильник для тропиков. Смотрите, видите, вентилятор на испаритель. Вежливый автобус, брызговик. Здесь что-то про солнце. Как его использовать?
Вместо винта полусфера. Пузырьковый движитель. Ну, тут так и не разберусь, как даже по какому принципу это. Интересно, как вот эти все скутера, там как какой-то водометный двигатель, по-моему, по какому он там принципу вообще организован. Всем кубиком кубик. Меня, конечно, удивляет, как некоторые там буквально за секунду могут этот кубик, Рубик собрать. Просто вот там какие-то соревнования проводятся. У меня в детстве был кубик Рубик. Я думаю, сейчас попади мне в руки, я бы его просто обковырял бы там 3 дня, бы ничего не собрал бы. Вот что-то вот так я верю в такое. То, что детям легко давалось, вот сейчас дай тебе, будешь его крутить. Вот устройство, как я понимаю. Какие-то схемы для радиолюбителей. Куртки. Ателье юный техник. Видите, тут прям и про куртки рассказывали даже. Тренажер планериста. Такой из дерева и подручных средств, понимаю, нужно было что-то соорудить. Ну, здесь сложно понять, каким. Вот здесь какой-то даже, смотрите, как самолет, типа, это уровень его. Ага. Это вообще вот так вот оно происходило. Вот ручкой держишь, и ручкой держишь, чтобы самолет держал горизонт. Какая-то линза, наверное. Интересно. Самолетик. По ту сторону фокуса. Эмиль Кио. Давайте следующий. Так, а это 88-й год. Это уже такая у нас перестройка. Какой след ты оставишь на земле? Там мне сразу напомнило мультфильму, то знаете, там мужичок такой с усами, похож на этого, на солиста группы Beatles. И там такой, как инопланетянин прилетел, и такая песня там ла-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 ла. Игрушки инженера Кае. Девчата работают на станках. Какой след ты оставишь человека? Здесь какой-то футуризм, что-то представляют, загадывают, что будет там через сколько-то лет. Страницы такие сухие. Солнечные вспышки. Кирпичи с самообслуживанием. О, здесь про Тунгусский метеорит. Ну, наверное, такая статья интересная была раньше. Не факт, что было много передач на эту тему. Опять же, на передачу надо попасть, а здесь так вот, и все рассказано, и уже ты подкован. Где-то там услышал такое, Тунгусский метеорит, а ты вот почитал уже журнал, все знаешь. Эрудированный.
Ну, скажу, сейчас современные дети такое не читали. Они не понимали, о чем здесь. Подумали, что это для каких-то взрослых, и тут взрослые не все поняли. С одной стороны, становится более в чем-то развито, а с другой стороны, общество как бы в каких-то вещах оно тупеет. Дай руку, товарищ. Что-то про воинов афганцев. Скоро в армию. Ошибка биографа. Что про какой-то телескоп. Во время шлифовки зеркала было снято 28 тонн лишнего стекла, на что ушло 7000 каратов натуральных алмазов. Дорогое удовольствие. И все же зеркало прослужило не так уж долго. Ну да, такая технология не дешевая была, видно. Какие-то и станки же нужны были для этого. О, сколько стоит рубль? Не, ну за такую вот игру электронную могли, как говорится, где-то там и голову пробить кирпичом. В школу такое явно брать не стоило. Где-нибудь украли, и все, какой-нибудь там одноклассник украл бы, блин, и спрятал бы, там, играл бы дома в туалете, да все. Никто бы никогда и не узнал бы даже, кто это был. Артем притянул мне собранную им электронную игру «Тайна океана». Да, я такую игру играл. «Тайна океана». Кстати, сейчас вот в Ютубе много роликов с такими вот играми, которых просто я не видел и не слышал даже. Очень. Я думал, там их, ну, какой-то там штук 15 видов я, наверное, видел. Может быть, меньше. Там яйца ловит, там еще там что-нибудь, там вот эти океаны, там. Вот так не вспомню. В общем, какие-то были как-то так на слуху попадались. Я их видел живьем. А есть такие, которых просто не видел никогда. Даже какие-то были со сменным картриджем, там несколько видов так в экран вщелкивались. Ну, они были в другом форм-факторе абсолютно, конечно. Вот это да, вот. «Тайны океана», это точно играл. «Веселый повар», такое тоже вот видел. «Космический мост», не помню, но возможно видел тоже, кстати. Какие-то в какую-то инопланетную такую стрелялку я играл, что там были какие-то космические корабли. Это точно. Вести с 5 материков. Кулинарные возможности. И бомба такая, гляньте. Это рассказ фантастический. Аж как эти рассказы отбирали там, чтобы они были, так скажем, политически правильны. Не было там чего-то там такого, что идет вразрез с линией партии. Испанские сцены. Игра пилота. Даже не знаю, что это.
Музыкант на улице — это не редкость в Испании. Конечно, прежде всего нужда вынуждает стать уличным музыкантом. BMW, посмотрите какое. Такое живьем даже видел когда-то. В 96-м году там в одном месте стояла, говорили, что это какая-то там у нас в городе самая дорогая машина. Наверное, тогда и лет 5 было. Ну, такой дизайн отличается от классики BMW, конечно. По-моему, она называлась какая-то то ли 750, то ли что-то такое. Могу путать. Впереди крутой поворот. Не, на поворот там машина и типа что мигает. Ну, там можно сделать бордюр такой и такие светоотражающие, как знаки, которые показывают в сторону движения и все. Утюг с секретом. Такой, типа коммуниста какого-то. Я думал, Бауман, ну явно как бы физик или химик. Ну или математик на крайняк, как и Перельман. Бочка. Здесь что-то интересное про бочку. Как сделать бочку? Я помню, у меня у брата был даже детский конструктор такой, типа юный столер. Такой чемодан деревянный, там молоточки, пилочки. Мне очень нравилось, так классно было сделано все это. Так. Не то, что там дома не было инструментов, но когда на твое в коробочке, это как-то такое личное. В таком как кейсе, такой похож на дипломат, только он, как помню, с фанеры был сделан. Пилота. Недавно смотрел передачу какую-то про каких-то блогеров, то ли там Левашова, то ли кого-то другого, про Испанию. И там в эту игру играли. И типа она у них очень популярна. Даже в каких-то маленьких городках там есть такие как спортзалы, и там вот он занимает место определенное, такое не маленькое, играет в эту игру. Очень их популярна. Велосерфер, катамаран. Интересно. Ну, вроде как все просто. Такое что-нибудь на базе какого-нибудь, скажем так, какого-то пионерского лагеря, где-нибудь на речке или на море могли такое и делать, и собирать, даже и кататься. Как бы, такое развитие получать. Такая конструкция, еще и сел и по какому-нибудь калюже там поплыл. Самое главное, чтобы было место, где испробовать, чтобы работа не была так зря. И колеса, и экран. Радиосхемы пошли какие-то. Давным-давно. Бурлаки на Волге.
Космос. Следите за журналом. Я вот пока не пошел в воду, выписывали мне в этом, в 88-м эти журналы или нет. По идее уже могли и выписать. Но вот по обложке вот это я пока не пойму. Не помню, точнее. Обложка-то знакомая, но я мог где-то видеть в другом месте. 88 год. Так, следующий у нас тоже за 88 год. И вот 88. Нет, скорее всего, не выписывали в 88 еще. Так, вундеркинд. Его радости и проблемы. Проблемы его, горе от ума. У него проблема вот. Машет, но летает. Игрушка из МАИ. Да, нравились мне такие вот какие-то модельки, какие-то смотреть передачки, правда, такое моделирование. Когда сами собирали. Но это было тоже не для простых людей. Кружки были в каких-то городах. Пробуй да попади. Так, здесь что-то много букв. Много букв, мало картинок. Какой насос у дерева? Если имеется в виду, каким образом дерево втягивает влагу с почвы и дотягивает до самого верха. Ну, наверное, детям было бы интересно и полезно такое почитать. Наверное, мы такое в школе учили, но я как-то даже вот не помню. Я знаю, как оно примерно работает. Примерно, но типа как втягивает и втягивает. Что дальше, а дальше фиг его знает. А вот здесь как-то оно объясняется. Думаю, полезная статья, интересная. Феномен края. Кто такой вундеркинд? Вандеркинд. Чудо-ребенок. Здесь про какую-то физику волн, наверное. Ну, наверное, тоже интересная статья. Горизонты науки и техники. Для детей, наверное, было интересно. Про амплитуды, вот видите, как там. Длина волны видна. Частота, наверное, эти все термины можно было здесь как-то обыграть. Ой, я спать захотелось. Эмиль Кива. По ту сторону фокуса. По фокусам как-нибудь отдельно пройдемся в разных журналах. Будет какая-нибудь подборочка. Чисто фокусы посмотрим. Пусть будут дружными наши ребята. Наш двор. Юный кулибинец. Вау. Что, пытались привить то, что мозги у детей должны работать, как бы сами должны развиваться. Вот. Подкидывались какие-то такие статьи, какие-то интересы, и не было интернета, не было еще чего-нибудь, но все велось к тому, что почва была для работы мозга. Понятно, что потом через пару лет в телевизор попал Кашпировский и Чумак, и вообще непонятно, каким образом до такого можно прийти, чтобы это все смотреть и верить. Вроде как не глупый был народ, но тем не менее. Наверное, какая-то другая была причина, потому что смотрели просто какой-то вакуум информации. Робин Гуд, Сережка Лазарев.
Световод для пациента. Ну, это про оптику. Про оптические волокна. Тогда уже они где-то пытались применять он как фонарик. Как завести песочные часы. Счетчик. Шнурок. Это что такое? Кидали куда-то зеленые яблоки, а потом они тонули, красными становились. Человек и ЭВМ. Я, кстати, вот такую вот картинку АСВМ где-то видел. Не помню где. Но где-то мне она попадалась 100%. Как это мама все успевает. Ля Кросс. Еще одна игра такая. Ля Кросс. Это, наверное, как сделать самому этот Ля Кросс. Какой-то настольный, что ли. Ну да. Ворота соберите из полдюймовых водопроводных или газовых труб. Вираж, скорость и маневренность. Это типа самому сделать санки. Я помню, были какие-то санки такие, даже еще советские, но они, скорее всего, были какие-то или Прибалтика, или, может быть, какая-то Чехия. Такие с рулем, с такой лыжей. Ну, таких у богатых там пацанов с моей школы только были такие. Но говорили, что они такие, типа, как вот этот руль, типа, я думал, там поехал, так поворачиваю. Я говорю, что нифига не поворачивает, но в целом все равно они интересны. На какой-то небольшой горке, возможно, как-то можно было там дрифтовать. У кого были такие санки с рулем, напишите. Ну, имеется в виду такой период до 90-х. Про Леонардо да Винчи. Какие-то его разработки. Проксиноскоп. Этой игрушке более 100 лет. Вот так вот. Не знаю, у меня не было проксиноскопа в детстве. Диапроектор для любой комнаты. Да, покажи современным детям вот такой вот. Тут я смотрю, так не понимаю, о чем речь. Электронный звонок. Давным-давно. Какие-то опыты по ту сторону фокуса. А здесь секрет фокуса рассказывается. Так, Ют, 88 год. Кто выписывал в эти года юный техник, расскажите, поделитесь своими воспоминаниями. Так, 88-й. Фантастический цветок, образ космической, прием почты. У нас в гостях журнал финских школьников Koululainen. Ну, интересно, что какие-то такие делали коллаборации. Чем-то обменивались, каким-то опытом. Куда? Космический дом. Не глупо, я сказал бы. Железнодорожное полотно БАМа сомкнулось. Так начиналась магистраль. Как я понимаю, БАМ достроен. Резерв 2000 года. Ой, я помню, были такие эти. Жилье там к 2000 году, там всем. Такие лозунги были. Какой-то такой трактор такой, как будто Илон Маск его изобретал, посмотрите.
Земляне и его директор-профессионал. Какие-то музыкантики, какие-то группы музыкальные, школьные или с какого-то клуба. Так, наш космический дом. Хорошо, когда умеешь мечтать. Да, это именно хорошо. Когда умеешь мечтать, когда тебе что-то интересно, это очень хорошо. А сейчас вот посмотришь, депрессия, у детей депрессия. Он там в телефоне торчит. Он там то, он там все. Блин, где он взял телефон? Кто ему про него показал? Кто ему рассказал? Сначала напихали его всем. Потом у него депрессия, там, к психологу. Сложный возраст, психолог он обратиться. Блин. Книжку дайте, пускай почитают про Карлсона. Какого-нибудь там, Сельму Лагерлёв какой-нибудь. Или уже графа Монте-Кристо можно в определенном возрасте почитать. Полезно. Когда мне было 12. Вот про Колу Лайнен. Ну, конечно, у финских детей, наверное, всяких развлечений было побольше. Самые различные развлечения ожидают финских ребят в многочисленных игровых городках. Там больше в этот день не вкладывалось, естественно, там какие-нибудь компьютеры раньше появлялись, с которыми могли дети там ознакомиться, еще какие-то вещи, да, игрушки были поинтереснее, ну, какие-то детские квадроциклы, гляньте, это какие года. Лунный город. А это такой, как купол, как в современных фантастических фильмах. Таких вспомнить все. Видите, такой сотами так сделан. Алмарутто. Заводы на Луне. Какие-то комиксы. А, ну это все с финского этого журнала. Какая-то девочка в очочках такая. Тера Портанин перед спортом. Ну понятно, там на этих досках, они как них доски были. Скейтборд. Даже полиция не против скейта. Ралли под звездами. Вести с 5 материков. Да, вот это была такая рубрика. Контейнер для авто. Робот на велосипеде. Переселение Эпплтона. Я знаю, есть такой этот ром, по-моему, ямайский. Эпплтон Эстейт, такой знатный ром, я бы сказал, особенно 12-летний. Помор. Помор, понимает, эта лодка, наверное, сделана по каким-то старинным лекалам. Что такое? Рундук.
Инкубатор для фианитов. Детям рассказывают, как выращивать можно искусственные драгоценные камни даже. Как сделать летающую тарелку? На каких-то баги смотреть соревнования. В городе Приморске Запорожской области. Конкурс баги Ют-88. Это разные команды. Это, скорее всего, тоже... ну да, это какой-то ДОСААФ. Может быть, на базе какого-то там даже завода там это все делалось. Там же в Запорожье завод был. Автомобильный. Какие-то кадры были, могли что-то придумать. Так держать юниоры. Пионербол вслепую. Вторая жизнь старых вещей. Я подумал, что это какое-то орудие пыток, такой инквизиции. На шею зажимают, щипцы. Как она, забыл, как это называется. Кочерга. Дисплей для вашей ЭВМ. Вот. Чем отличается монитор от телевизора? Ну, прежде всего, отсутствием радиоканала, но это понятно. Ну, там, наверное, немного и по трубке немного другие параметры нужны. Изображение более статичное. Давным-давно. Фокусы. Захарова, Эмиль Килл. Так, дальше. 88 год. Тоже какая-то космонавтика на обложке. Бригада молодежи на строительстве Цимлянского гидроузла. Ну, что-то про фотографию здесь. Фотография 21 века. Ну, интересно. Спортива Артек. Напишите, кто был в Артеке. Это Аютдах. Думаю, что там было очень, конечно, классно. Можно сказать, у такой огромной страны. Ну, в лагере было много классных, но Артек это, конечно, был Артек. Им интересно было, так как там и иностранцы приезжали. Там, ну. Не знаю, насколько можно было туда легко простым попасть. Скорее всего, было очень сложно. Возможно, там ты должен был каким-то быть или отличником, какая-то квота была, каким-нибудь там медалистом, в каких-нибудь олимпиадах участвовать. Возможно, там где-то там, как в Дворце пионеров, какие-то там ставить тоже, что-то там уметь на каких-то кружках. Ну и многие просто, исходя из связи родителей, наверное, попадали туда. Может, не так напишите, кто там имел отношение к этим делам в те года. Что там изобретали. Какие-то вопросы ставят восьмиклассник средней школы. Надо, чтобы к 2000 году все люди имели высшее образование, владели компьютерной грамотностью, как азбука. Это школьник рассуждает в 88 году про компьютерную грамотность. Не слыхал, что такое компьютер, наверное, года до 93-го. Ну, слово такое слышал, не знал, что оно обозначает. Ну, а здесь, допустим, в журнале попадались какие-то картинки, компьютер. А ну, пока ты не увидишь живьем, ты, если не понимал, что это и зачем.
насколько это интересно. Какие-то домишки. Цемент. Трактор, работающий на газе. Фотография. Электроника против химии. А ну. А ну. А, ну здесь про Polaroid. Я подумал, что про цифровую, а здесь про Polaroid. Потому что он выглядит немного не так. А вот это вот дальше статья идет, эта статья продолжается про... У меня в руках фотокамера по внешнему виду похожа на многие другие, разве что немного массивнее, вес около 2 кг. И сам процесс съемки практически неотличим от традиционного. А вот дальше из камеры вместо обычной кассеты вынули небольшую пластину, флоппи диск, пояснили мне, вставили ее в приемное устройство, и в ту же секунду засветился всеми цветами радуги экран телевизора. Появились, короче, только отснятые сцены. Наиболее удачные тут же были скопированы на бумагу, а один снова отправили в камеру. Вот оно, видите, вот уже. 88 год. Вот, уже рассказывают, возможно, не первый раз, про цифровые фотоаппараты. Ну да, интересно, на флоппи диске, конечно. Ну, уже не на перфокарте, скажем. Вот эта статья, вот да, интересно. Это вот то, что действительно вот сейчас читаешь, вот, а тогда это читали еще так. С каким-то удивлением, непониманием. Впервые подобный способ получения изображения был продемонстрирован в 1981 году японской фирмой Sony. Созданная ее специалистами видеокамера Mavic произвела фурор во всем мире. Ну а цифровые фотоаппараты так массово пошли где-то, какие-то там убогие такие. Ну, наверное, там 2001, 2002. Ну, что-то, может, было и раньше, но так, чтобы где-то ты слышал, чтобы оно уже продавалось и работало, наверное, где-то вот эти года. Да, вот это вот интересно. Вот какие-то схемы. А каковы перспективы электронной фотографии в нашей стране? Честно сказать, туманны. На горизонте лишь отдельные экспериментальные разработки отечественных специалистов, не вышедшие пока за стены лабораторий. Знали бы вы, что будет? Хорошая статья. Реально. Дирижабль. Здесь что-то про разработку Цепелина. Опять про Финляндию. Не грех учиться у соседей. Ну, хотя признаю, что не грех. Действительно,
финнов есть чему поучиться. Маленькая страна, какой-то сумасшедший ВВП на сегодняшний день у них. Среди молодежи растет число самоубийств. Видно, есть причины. Многие поставлено здорово. О, смотрите. Что-то про ЭВМ в производстве. Приезжаю, скажем, на какую-то фирму, вроде нашего автопредприятия, у въезда нет привычных охранников, каких-то других ленивых, непонятно чем занятых людей. Есть лишь диспетчер, перед ним экран, дисплей. Нажал кнопку, он может увидеть любой из участков фирмы. И ЭВМ тут же подскажет, где какой груз, где какая продукция. Вся информация в ее памяти. Никакой суеты, неразберихи, бесчисленных накладных, дурацких звонков. Вот Валио. Валио, да, у меня в магазине Валио тоже продается. Ну, конечно, оно самое дорогое. Ну, оно вообще не самое дорогое. Вот в таком супермаркете у меня, я бы сказал бы так, эконом плюс серии, вот там масло. Сейчас на таком дизайне какая-то черная упаковка стала. Стоит 240 гривен стоит. Наша хорошая стоит, в принципе, в 2 раза дешевле. Не самое, там, самое простое, там, гривен 80, может быть, по акции, может где-то дешевле, ну, там, пускай возьмем среднюю цену 100-120 гривен, а это в 2 раза дороже. Ну, Валио мне нравится так. Батончик такой, багетик намазал, такой свежий, хрустящий, такой теплый, еще и корочки наверх. Под кофеек, отлично. Главное мазать хорошо, так, не жалеть маслицем. Блин, аж захотелось хрустнуть таким бутербродом сейчас. Так, что тут еще? Ладно. Лирическое отступление. Валио, значит, отлично. Какие-то йогурты у них еще тут. Ну это, ну, нам такое не поставляется, понимаю. Скорее всего, куда-нибудь туда, в ближайшие страны, наверное, есть оно. У нас вот, допустим, масло, то, что хранится дольше. Йогурты какие-то. Да. Хокка. Вот недавно где-то я слышал про Хокку. Что-то там. Может оно Нока, вот что-то такое название где-то проскакивало. Выпускает приспособление для сельского лесного хозяйства. Суоми. Георгий вот, наверное, паромы. Хокка. Не Хока, тут написано было по-русски, Нокка. Здесь все про Валио. Тампере. Ну, такая про Финляндию, наверное, интересная площадка. Вот. Лунное поселение. Библиотека. Фантастический рассказ. Сколько в мире муравьев?
Опять что-то про Артек, работал у берега моря. Да, вот то, что я говорил. Дела в Артеке у юных техников было много. Специально для занятий с ним приехали руководители кружков юных изобретателей. Они провели с отрядом изобретателей свыше 30 часов занятий. Вот видите, там как бы было интересно, да? Приезжали со всего Союза какие-то умы, что-то рассказывали. Везде какие-то были, опять же, какие-то наработки, какие-то идеи. Потом можно было этим поделиться было. Опять, когда пойдешь в свой там дворец пионеров, что-то рассказать. Головоломка. Вот этот аспект жизни там в СССР был не глуп с этими пионерскими лагерями. Если убрать идеологию, то классно было. Световод. Вот часто про световоды пишут. Видно, там такое появилось, было в диковинку и часто пытаются где-то всунуть в разные места. Лесная скульптура. Прям поляна сказок. Там на неведомых дорожках. Кегли. Так само, как кеглебан какой-то можно сделать, походу. Шар опилки с клеем. Вместо пороха. Блузы. А, это ателье Ют. Автодром во дворе. Ну да, во дворе он, конечно, прожил бы долго. Автодром. На базе какого-то дворца пионеров, наверное, да. Детали кузова. Заочная школа радиоэлектроники. Хороший журнал вот этот. Номер отличный. Что представляет собой ботинок с точки зрения математики. Видите, какие детям задачи ставили? Не было у меня вот этого 88-го года, не выписывали мне. Так вот смотрю, обложек не узнаю. 82-й год. Это, походу, батискаф Титан. Хотя не, наверное, какое-то это Черное или Средиземное море. Подводный робот Скат Гео. Такие, смотрите, какие вертолеты. Модели вертолета. Стартует Аист. Угу. Есть какие-то серьезные статьи, походу. Что-то с атомной энергетикой. Помощь предлагает Мезон. Подводный робот. Как делают чертеж, ничего не измеряя. Личное стрелковое оружие.
Ну, тут, наверное, интересная статья была для тебя почитать. Так, винтовка, автомат, потом где-то покозырять, типа там автомат Драгунова. Че винтовка Драгунова. АКМ. А вот здесь вот газета преодолевает расстояние. Это как, посмотрите на последнюю страницу газеты «Труд», видите, в самом низу пометка «Печатается в 48 городах». Как это получается? Редакция в Москве, а сама газета выходит в Хабаровске. Автомобили с табличкой «Матричная». Короче, самолетами передавали, видно, с этими уже матрицами. Они туда прилетали и печатались на местной типографии. А потом фототелеграф. Потом пришел спутник. Ну это когда он там пришел, непонятно. Угу, по спутнику. Передаются вместе с программами телевидения. Спектр изображения газеты может передаваться на частоте порядка 7,5. Вот такого я даже не знал, что такое было. Как бы я не думал об этом, каким образом там попадали им эти наброски этих газет, скажем, с основных. Там, возможно, были корректировки какие-то местные, конечно, в этих матрицах. Основные страницы делались где-то там на центральных, а потом добавлялись, возможно, какая-то местная вкладка. Ну, не знаю, что везде во всех газетах, но допускаю, что там местное там могло быть. Незабываемый Шерлок Холмс. Охотники за черепахами. Плотина дружбы. ЭВМ. Что-то опять про тунгусские метеориты. Геркулес и Гидра. Изобретение Фарадея. Самолеты из автобуса. Автобус типа как такая натырка с лестницей, с рукавом. Ну оно по-другому все обыгралось. Самолет просто подъезжает и все. Я вообще не знаю, когда появились вот эти рукава для самолетов. Здесь, ну здесь 82-й, возможно, еще и не было. Надо будет где-нибудь у чата GPT спросить. Встреча с ветеранами. Аквамаран. Смотрите, здесь как хитро.
Здесь вот ногами он как педали, а педаль она деревянная. Ну, мне что ощущение, что вот таким вот образом надо очень хорошо просчитать вот это место падения к воде, потому что так можно и ноги, блин, поразбивать, если будешь сильно бить. Оно ж якобы здесь деревянное, вот, ну, с виду похоже. И ты так бам-бам, блин, не знаю. Мне кажется, конструкция такая, может быть, травма, скажем так, вредная, не опасная, а вредная. Если так лупить по асфальту, как по снегу. Что-то тормоз такой, что серьезно, смотрите. Ремешок, какая-то обувь такая, наверное. Надувать тугие паруса. О. Эмиль Кило. Так, 86-й. Ну, это мне точно такого не было. Только первый класс пошел. Читать еще не умел, наверное. Шагающий комбайн. Есть такие интересные сельхозмашины на очень высоких колесах. Бывает, по трассе едешь, и что-то такое впереди, видно, где-то перемещается с поля на поле. Такое высокое, что создает впечатление, что с какой-то небольшой автомобиль можно под колесами проехать у него. Какие-то меха. Инструмент невидимка. Гарун готовится к рейсу. В рейс. Изобретем велосипед. Веломобиль. Ну, конечно, вот таких вот веломобили парусные сумасшедшие. Вы знаете, такие мотороллеры раньше были тоже с крышей. Не знаю, производят их или нет. Я слыхал, что их как-то поснимали с производства, потому что слишком большая парусность. Кто-то проедет рядом на большой скорости и может просто перевернуться из-за воздушной волны. Комсомольск на Амуре. Это мост через реку Амур тоже построен руками комсомольцев. Был бы ты просто молодой человек, там, умный, но не комсомолец. Нифига ты не построил бы, конечно. Кто тебя взял бы туда, на стройку такую? Пришлось бы вляпаться в итоге. Пастух и девушка. Владимир Сухомлинов. Чему учит кружок? Кружок умелые руки.
Здесь про какой-то кружок Киевского городского дворца пионеров и школьников. Человек ушел, входил в детстве в кружок, потом пошел в институт, а все скучал про кружок, об этом кружке, но пришел уже к каким-то наставникам. Ничего интересное было дело. Сейчас, конечно, в основе или какой-то спорт, или танцы. Не знаю, есть ли какие-то такие кружки. Ну, может быть, какое-то программирование есть, допускают, да. Но что-то более серьезного, наверное, нет, потому что даже в этом нет какой-то, наверное, потребности. Ну, ладно, будут скоро кружки с этими, с квадрокоптерами. Такой госпрограмма. Квадрокоптер и взрывчатка к нему. Так, поплавок глубиномер. Газ в пакете. Датчик из консервной банки. Да, это такое, что уже попахивает журналом «За рулем». Парадокши Джероламо Кардану. Такая как скороговорка. Попробуй выговорить. Парадокши Джероламо Кардану. С полки архивариуса. Интересные рубрики. Коллекция эрудита. Ой. Про такую игру даже не слыхал. Неудобно, конечно, журнал листать. Такой форм-фактор постоянно сгибается. Автомобиль, который видит все. Вот это почитаем. Это про игрушку, которая не падала со стола. Сначала подумал, что это про какую-то там Теслу. С какими-то дистрониками или там с автопилотами. Нет. Короче, вот такая вот игрушка была в детстве. Не у меня, а один парень приносил в школу. Она была на батарейках. И у нее было, ну, здесь посередке. Ага. Короче, там управляемое такое колесо, крутящееся посередке. А впереди была такая какая-то штука, типа такого щупа или колесика. В общем, если подъезжала к краю стола, оно опускалось, и это колесо сразу перекручивалось в другую сторону. Здесь... А, вот оно решено, по-моему, этой пружиной, скорее всего. Вот тут, видите, такая вниз. Вот она. Напишите, у кого были такие варианты. Ну, это здесь как сделать самодельную, а такие вот заводские были игрушки. Скорее всего, у них какое-то и название было. Я думаю, что там делала не одна фабрика, а скорее всего, как там она называлась. И допускаю, что где-то содрали в каких-то ГДРовских аналогов изначально. Как оно часто бывало. Геометрия цветовых пучков. Это про линзы такой в школе учили там, да? Собирающая линза, рассеющая, преломляющая какая-то. Чья баги быстрее? Баги, такое слово было дикое, наверное, мало кто знал, что такое баги в те года. 84-й. Фотоконкурс Ют. Вот игрушки к кружке. От кружки к стакану. В такой форме какие-то юные там
не знаю, ну не железнодорожники, может какие-то юные авиаторы с такими кокардами. Так. Какие-то мотоциклы. Мотоцикл-вездеход, нифига себе. Ну это вездеход, так все хорошо. Газанешь где-то на асфальт, и он тебе улетит выше головы. Какие-то пчелы. Пчелиная баня. Это как от клещей избавляться пчелиных. Блин, такие серьезные, такие проблемы космического масштаба, конечно, решать. Зерносушилка. Да, что-то такие юные изобретатели. Что-то придумали. Изобретатель мясорубки. Вместо такой закрутки какая-то другая конструкция. Не знаю, в чем преимущество, но патент дали. Вот написано. Официальное название — узел крепления рукоятки к шнеку мясорубки. Той самой мясорубки, которой пользуются миллион людей. Незначительная доработка рукоятки и фигурный наплыв на корпусе — вот и все, что требовалось, чтобы рукоятка никогда не сосагивала во время работы. Не нужен винт, который так хорошо знает хозяйки, то и дело теряется. Ну, может, какая-то не глупая идея была, кстати. В серию вряд ли она пошла, конечно. Я, конечно, вот так вот не пойму, как она устроена, по какому принципу. Можно ли обратно крутнуть, допустим, чтобы что-то там застряло. Ну, напишите, что это. Кто-то видел такую конструкцию? Слышал о ней? Муха как муха. Стеноход. Вакуумной присоски. Расскажите о них еще этому Тому Крузу, миссия невыполнима, как он там лазил на таких. Опять же, кто-то это придумал. Возможно, какой-то придумал такой журнал, такой читатель журнала «Юный техник». Потом это все где-то там содрали, переняли или параллельно придумали. Зеркало для ЭВМ. Зачем нужны зеркала? Электричество по трубам. Про стекло, что тут какая-то статья, техническое стекло. Человек-невидимка. Ну. Вот это, кстати, это я где-то читал, что если теоретически так вот допустить, что был человек-невидимка, то он был бы слепой. Вот здесь написано, мог ли человек-невидимка видеть что-нибудь сам. Вот этот тезис где-то разгонялся, что он был бы слепой.
Аркаша Голиков. Самоходная гаубица. Зачем гвоздю спираль? Новые гвозди изобретены финскими инженерами. Зачем гвоздю спираль? Закручивать такой гвоздь, как шуруп, не надо, достаточно нескольких ударов молотком. Гвоздь, прокручиваясь, врезается в древесину и держится на своем месте в 5 раз надежнее обычного. Ну, это какой-то есть быстрый монтаж, но это немного другое что-то. Быстрый монтаж, он в дюпель. Ну, наверное, принцип как быстрый монтаж. А возможно, такие гвозди тоже. Просто мне как бы по роду деятельности не попадалось такое, но возможно, есть такие гвозди. Где-то я слыхал, что какие-то гвозди бывают такие, как более спиральные, как-то то ли итальянский гвоздь, или что такое назывались. Но я тоже живьем не видел никогда. Где-то слышал такое. Размышления по поводу одной модели. Вот, смотрите, какой. Оптический телефон. Что-то через лампочку там какая-то схема работы. Лампа, фотодиод. Фокус. Эмиль Кио. 25 копеек. 84 год. 84 год. Это был первый номер. Это 6-й. Охрана природы и прибыль стране. Вот что такое хороший рыбопитомник, созданный руками ребят. И осетра. Да, как раз ребята, вот это вот осетровое дело было ребят. Такая мафия была эта икорная в те года. Всесоюзная. Там икру в банках с-под кильки перевозили за границу. Мороз на конвейере. Что про пресную воду, про море тут. В гостях у икринки. Плавучий рыбопитомник. Ну, может, какие-то и были такие опытные хозяйства, конечно. Ну, то, что там прямо это вот было как-то под детей сделано, сомнительно.
икра черная, это как и оружие, как и наркотики, это очень большие бабки были. Всегда. Особенно черная. Что про почтовых голубей. Что было до Терминвокса? Да мне нравится, как Терминвокс звучит. Такое, знаете, как звук такого старого фантастического фильма такого. Кто не знает, погуглите Терминвокс, там, точнее по ютубте, там много интересного по нему. Телармониум. А, тут целая куча. Орган Хаммонда. Терминвокс. Много таких подобных инструментов было, оказывается. Ну, в принципе, наверное, самый известный Терминвокс. Триплан. Коллекция эрудита. В XVI веке один из ацтекских вождей подарил представителю испанского короля зеркало из превосходно полированной платины. В общем, смысл в том, что было отлито из расплава, а температура в электродуговой печи, в которой плавят платину сегодня, 2800 градусов. Каким образом индейцы обрабатывали этот металл, загадка. Это много загадок таких было про майя, про ацтеков, про Египет древний, конечно. Какие-то лайфхаки, как помыть машину, видите. Изразцы. Изразцы, понимаете, что типа плитки. Декоративные. Знаете ли полушутливую поговорку: съешь завтрак съешь сам, обед раздели с товарищем, а ужин дай врагу. Следовать этой в жизни буквально ничего, кроме язвенной болезни желудка, пожалуй, не наживется. А почему? Вполне нормально. Там еще миллион факторов разных. То, что на ночь есть не надо, это однозначно. С утра не сильно хочется, ну а днем нормально. Можно поесть. А у кого были такие, знаете, штучки такие, можно было как змейка делать собачек, там разных змей. Волшебная змея. Похоже, это сделал Эрне Рубик, тот, который кубик Рубика. Видите, еще сделал такую штуку. Новая головоломка Рубика. У меня такая была змея. И кубик Рубик был.
Не знаю, производство, скорее всего, может было и советское, но я думаю, какие-нибудь ближайшие страны там соцлагеря делали. Ну, довольно качественно было сделано. Поломал не сразу. Радио в кубиках. Электроника, электроника. Сейчас бы, если подобное был бы журнал, бы там были какие-то процессоры, видеокарты. Что то сложное, что то, но просто он немного другое. Гольф крокет. Это как вот то комнатный какой-то гольф, вот знаете, такой есть как. Так, фокусы. Какая-то хитрая коробочка. Так, поехали дальше. 83-й год. Ой, сейчас чуть потянусь. Птица, не летай над аэродромом, не садись на высоковольтную мачту, это опасно тебе и людям. Это точно. Марат Каракуз. Такие машинки. Сейчас, секунду. Так, продолжаем. Знание, труд, смекалка. Рисунок Ведерникова. Это Ведерникова в журнале «Крокодил» рисунки такие были. 100% Ведерникова там было. Кристаллы мягче облаков. Еще про какую-то физику или химию, наверное, физику больше. Пузыри и антипузыри. Ну, что-то такое заумное. Много страниц, что-то такое непростое. Ну, не для двоечников, для каких-то таких заинтересованных детей. Однозначно. Загадка зеркала. Город мастеров. Как-то так, не скажешь, сильно интересный журнал изначально. Про какие-то заводы. Слесарь-сборщик. Скорее журнал для взрослых вроде как. Не хватает еще миллионов тонн угля. Цветопись. Хроматограф.
Пингвинчик какой маленький. Автоматическая гидрометеостанция. Тут что? Гляньте, как 3 ЦИИЛ с Будапешта. Трехколесная педальная конструкция. Ручной привод. Скорость 30 км в час. Что, такие изобретатель придумал действительно. Коньки, ботинки. Вода беда, вода спасение. Какие-то старые корабли здесь. Тоже так стеют. Сразу начинаешь листать. Там 5 страниц. Скакун на колесах. Честно, мне тут здесь не нравились. Кони на колесах. Как-то так вот. Слишком как-то просто. Бим-мотоцикл. Сзади 2 колеса. Легко ли сделать радио? Это, наверное, нелегко, но, наверное, не сильно и сложно. Умеючи особенно. Переносная горелка. Какая-то бумага вообще пошла. Там бумага белая, здесь какая-то она такая, как шершавая. Ателье. Ну так, журнал. Ну, я бы назвал его детским, назвал бы каким-то взрослым журналом на какие-то серьезные темы в целом. Как-то детского, 73-й год. Там, мне, наверное, все такие года 80, начало 80-х. Так, ладно. Отходы в доходы. Принцип хозяйственного человека. Отходы в модели. Принцип умелого моделиста. Сыр янтарь. Уже неплохо. Такие статьи, конечно, заумные. Опять этот год. Сельские дома по проектам молодых ростовских архитекторов. Блин, ну вот зачем это детям? Старинный курень. Я думал, что курень там, где курят. Какой-то дома для курения. Здесь что-то про какую-то Азию. Дворец культуры в Дархане. Динозавры, тайны ядра.
примириться к будущему. Дубинский синхрофазотрон. Готовится эксперимент на ускорителе. Мезоны, кварки. Задачи с хитринкой. Какие-то модульные домики, которые умещаются на прицепе. ГДР. В целом журнал такой нудноватый. Черный саквояж. Кир Булычев. Как говорится, детей надо заинтересовать, а не так, чтобы они полистали вот так вот и кинули его где-то там в макулатуру. Гравитация под водой. Тормози, чтобы ехать. Печь на мотоцикле. Молния наоборот, а ну. Свежим взглядом. Чем это лучше? Вот здесь разойтись может быстро в этом месте. Работа ждет каждого. Очень нужная, ненужная пластмасса. Катер из полистирола. Тренажер гимнаста. Так, видите, какой-то пояс может крутиться. Вот он. Давайте еще один посмотрим. И хватит на сегодня. Какие-то журналы такие слегка нагоняют сон. Здесь такой с роботом. Смотрите, какой робот. Как похож на, кстати, на робота с трансформеров. Редкий кадр. Умеющая шагать. Курако-дробилка. Телефон с памятью. Но я таких при СССР как-то не встречал.
Возможно, они были, просто были дороже. У меня, как, у меня были такие обычные. Обычные, точнее. Не, у меня было там два их, вот даже в доме. Два телефона такие. Можно было с одного и с другого разговаривать. Авто для гонок Таллин. Модели гоночных машин. Океалина. Портрет в лучах рентгена. Ну, для детей это для слишком умных, конечно. Вот смотрите, какое чудо. Сапогомобиль. Открыто антивещество. Это будет в зоопарке. Фонарь для чертежника. Типа кружок рисовать. Кофе, булочки. На равных. Ну, честно говоря, такой журнал, я бы, если мне выписали, так бы, я бы сказал, следующий год можете мне не выписывать. Ну, как-то для детей новатенький. Нет чего-то такого, чтобы цепляло. Хотя бы там одна статья интересная, такая, одна-две на журнал уже спасала положение. Жалюзи вместо перьев. Это я имею в виду именно вот, допустим, это 82 год, 83-й. Дальше как-то, мне кажется, поинтереснее. Ну и перед этим какие-то интересные года. Вот я там листал, в принципе, довольно неплохо. 3 колеса, 1 мотор. С одной стороны, вроде как много какой-то информации полезной, но опять же, она такая очень специализированная. Музыкальный синтезатор. Что было между до и после? Вот такой вот журнал. Буду с вами прощаться. Эти выпуски, если будет время, посмотрим завтра. До новых встреч.
Ставите лайки, дизлайки, подписывайтесь.